Всем привет, дорогие друзья, канал Ранчо у Санчо, домашний выпуск. Сегодня я покажу, как сделать вкусный и нежнейший хачапури по-аджарски. Традиционно тесто для хачапури делается на мацони. Мацони — это кавказский кисломолочный напиток. Если же вы не нашли мацони, то его можно заменить спокойно молоком, кефиром. Мы сегодня сделаем 50 на 50, это будет 50 воды и 50 молока, так будет очень вкусно. Приступим. Вообще для хачапури нам понадобится мука, яйца, немного сливочного масла, немного растительного масла, сахар, соль, ну, конечно же, вода с молоком и сыр. Все, что делается с сыром, это очень вкусно, поэтому это будет бомбически вкусные хачапури по-аджарски. Давайте же приступим. Берем большую тару, где мы будем замешивать тесто. И теперь начинаем насыпать сюда муки. Муку лучше же, конечно же, просеять. Ну, либо вот так вот можно насыпать. Делаем все на глаз. Тесто. Ну, я думаю, все умеют тесто делать. Насыпали. Если что, потом еще досыпем. Сюда отправляем вот так вот, можно сказать, щепотку соли. 1 чайную ложку сахара. Сюда добавляем дрожжи. Дрожжи мы должны будем насыпать 1 чайную ложку. Дрожжи быстродействующие. Вот так вот. Все вот это вот перемешиваем. Сухие у нас смесь. Добавляем сюда 1 яйцо. И теперь наливаем немного теплой воды. Сначала нальем чуть-чуть. Здесь миллилитров 70 получилось. И 70 миллилитров теплого молока. И начинаем вот так вот это все перемешивать. Если чего-то нам сейчас будет не хватать, мы обязательно это все добавим. Мало у нас получается теста. Добавляем еще сюда муки. Молоко и вода. И начинаем это все вымешивать руками. Пока это, конечно же, все прилипает к рукам. Вот наша задача сейчас вымешать так, чтобы тесто не прилипало к рукам. Значит, тесто будет хорошо вымешано. Все, друзья, вот так вот немного уже вымешали тесто. Уже не сильно пристает к рукам. Вот теперь прям надо его хорошо вот так вот отжать, отмять. Берем досточку. Немного сюда насыпаем муки. Вот так вот ее всю распространили. Берем тесто и все. И вот так вот вымешиваем. Вымешивать надо будет, ну, пока силы есть, я не знаю. Чем лучше вымешать, тем лучше будет воздушнее, вкуснее тесто. Ну, друзья, вот такое вот хорошее тесто получилось. К рукам не липнет. Вот. Все. Вот такой вот хороший комок. Вот такая пышечная. Мы оставим на 2-3 часа, чтобы она подошла, так как здесь дрожжи. Оно еще чуть более пышное станет. Друзья, прошло 2 часа. Тесто у нас уже подошло. Посмотрите, какое хорошее. Вот оно. Хорошее получилось тесто. Отлично. Теперь, так как хачапури по-аджарски это именно тесто с вкусной начинкой из сыров или из одного сыра, нам надо подготовить вот как раз начинку из сыра. У нас будет 2 сыра. Сыр обязательно должен быть солененький, а именно это сулугуни сыр. Ну и разбавим мы вот таким вот сыром моцарелла, который используется в пицце. Почему именно эти сыры? Потому что можно, конечно же, приготовить из обычного там сыра, я не знаю, голландский, российский, но
Когда чуть-чуть остынет, он сразу же твердеет. А вот как раз фишка этого хачапури по-аджарски, то, что вот это будет такая нежная, немного тянущаяся начинка, она получится именно вот из таких вот сыров. Ну, что, мы берем терочку и начинаем это просто все дело натирать. Вскрываем сыры. Попробуйте сыр сулугуни. Соленый он или нет. Вот я прям сразу же вот так вот возьму чуть-чуть, отрежу. В меру соленый. Просто он бывает сильно пересоленый, и тогда уже надо побольше разбавить его. Этот прям идеально, то есть класс. Ну и достаем моцареллу. У нас здесь будет по 250 грамм сыров. Все это дело натираем вот в такую тару. Здесь будем все перемешивать. На крупной терке. Начинки должно быть побольше, потому что в этом и есть вся суть. Это же будет очень вкусно. Сырная такая лепешечка получится. И пошла в ход моцарелла. Так вот тоже отрезаем. Можно, кстати, тоже взять и попробовать. Люблю сыры пробовать. Сыры. Великолепно. Сыр. Все, что связано с сыром, это вообще все очень-очень-очень вкусно. Натираем дальше моцареллу. Все, натерли весь сыр. Вот столько у нас получилось вообще обалденно вкусной сырной начинки. Сейчас это останется все дело перемешать хорошо. Хорошо взмешать, потому что это должна быть такая однородная масса. Мы сюда добавим немного, ну как немного, одно яйцо. И мы добавляем сюда вот так вот немного молочка. И все это хорошо перемешаем. Можно это, конечно же, все вилкой, но поверьте, руками это прям будет получше. Сыр не должен быть сухой, поэтому мы сюда и добавили яйцо и немного молока. И все хорошо вот так вот жамкаем до однородной консистенции. Вот такая вот однородная масса получилась. Все, сыр уже готов. Ну а теперь формируем лодочки. Мы берем муку, насыпаем на доску муку, чтобы это все не прилипало. И теперь нам надо разделить вот это вот все тесто на равные порции. Здесь грамм они по 100-120, там 150 получится. Друзья, вот такая вот у нас плоская тоненькая лепешка получилась. Немного она должна быть вытянутая. Берем прям руками и насыпаем ее. В центре можно, чтобы сыра было побольше, по краям поменьше сделать. Все, насыпали и начинаем вот так вот заворачивать. Точно так же с этой стороны. И в конце мы должны сделать вот такой вот замочек. Посильнее можно вот здесь вот так вот завернуть. Все, вот такие вот замочки сделали. Ну и смотрите и подсыпаете еще, чтобы в лодочке было побольше сыра. Но так, чтобы он не вылазил за края. Вот такие вот сделаем 4 лодочки. Друзья, у нас на противне вместилось 2 таких красивых лодочки, поэтому мы будем жарить 2 партиями. Друзья, взяли желток. Желток вот так вот размешаем и хорошо смажем вот эти вот бортики. Это придаст красивый, аппетитный вид, подрумяненный. И отправляем это все в разогретую духовку 180 градусов.
Насколько сказать времени я не могу. Во время готовки, ну, приготовим, я потом скажу. Ну, где-то это минут, наверное, 10-15 будет запекание. У нас прошло 20 минут. Достаем, они готовы. Смотри, какие мужские бомбические такие лодочки получились. Но это очень-очень-очень-очень круто. Так, делаем теперь небольшое углубление. Вот здесь вот посередине. Ну, сыр вот просто волшебство. Вот такие вот углубления сделаем. Мы сюда добавим сейчас, как это и положено, желток яйца. Отлично. Если немного попадется белка, ничего страшного в этом нету. Ну, просто много не добавляйте. Смотрите, можно также взять это все еще запечь в течение там 2-3 минут, но здесь уже по желанию, кто как любит. Ну и также кто-то это сразу же все перемешивает, вот так вот эту всю начинку. Я одну сделаю так, а другую сделаю, не буду перемешивать. Вот прям берем, вот он, сыр, все это желтком перемешиваем. Друзья, ну и осталось это же все, конечно же, попробовать. Давайте же возьмем вот так вот, вот здесь вот, отламываем немного теста. И вот в этот сыр, смотрите, это обалденно просто. Вот так вот. Это, наверное, очень сейчас горячо. Берем и пробуем. Это не передать словами. Друзья, это очень вкусно. Просто нету слов. Это сыр обалденный внутри, здесь. Я как и говорил, все, что сырное, все очень вкусное. Тесто обалденное, вкусное. Оно единственное, у меня немного хрустящее получилось. Может быть, немного передержал, но это все ерунда. Друзья, если вы не пробовали такое блюдо, то обязательно приготовьте. Оно очень вкусное, я вам прямо рекомендую и советую. Ну и на сегодня у меня все. До новых встреч, до новых видео. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. Я с вами прощаюсь. До новых встреч, до новых видео. Пока.